Здравствуйте! Делая ролик о своем простеньком дымогенераторе, в голову пришла мысль, как все сложно. В этот раз представляю вашему вниманию простой пассивный дымогенератор за несколько минут без сварочных работ при помощи дрели и болгарки. Не сочтите это видео за стёб, я абсолютно серьезно. Беру трубу диаметром 80-100 мм. Отмеряю длину 600 мм. При помощи листа бумаги и маркера провожу перпендикулярную линию отреза. Болгаркой отрезаю по линии часть трубы. Рулеткой отмеряю от края трубы 100 мм. Маркером отмечаю место расположения отверстия. Керню точку сверления. Дрелью со ступенчатым сверлом сверлю отверстие диаметром 22 мм. С обратной стороны керню и сверлю 3 отверстия, ближе к краю трубы 8-мм, за ним 2 по 6 мм. В результате получаю вот такую дырявую заготовку. Теперь мне понадобится сгон и 2 полудюймовых гайки. У меня нашлась только одна гайка. Вторую заменил полудюймовой муфтой, чем не гайка. Муфту накрутил на сгон на более длинный участок резьбы. Гайку поместил внутрь трубы напротив большого отверстия. Снаружи в отверстие вставил сгон и вкрутил в гайку. Затянул от руки. И вот что получилось в результате. На дымогенератор внешне похож. Правда, без дна и без крышки. Остается решить вопрос с дном и крышкой, установить дымогенератор, подключить его к охладителю. Охладитель — единственный модуль, зимовавший в саду. В моей коптильне охладитель монтирован в землю, поэтому это единственный несъемный модуль. Ссылка на видео о моей коптильне вверху экрана. Примерка. Накручиваю муфту на вход охладителя. Затем земляные работы. Подготавливаю место монтажа дымогенератора. Устанавливаю дно дымогенератора. Это, как видите сами, красный кирпич. Монтирую дымогенератор. Подключаю посредством муфты к входу охладителя.
На выходе охладителя устанавливаем модуль эжекции. Ссылка на видео о модуле эжекции вверху экрана. Устанавливаю выходной патрубок эжектора. Без него эжектор работать не будет. Запитываю модуль эжекции от пауэрбанка. Засыпаю щепу в дымогенератор. И, наконец, закрываю дымогенератор крышкой. В данном случае это пол красного кирпича. Можно использовать целый кирпич. Или два кирпича. Вообще-то вариантов много. Поджигаю щепу. Процесс тления пошел. Зона тления щепы увеличивается, дыма все больше и больше. Дымогенератор работает. Теперь пара слов о недостатках в таком исполнении. Дымогенератор стоит на кирпиче, стыковка не герметична. Ну и отлично. Воздух подсасывается в зону тления, как раз туда, куда надо. Количество всасываемого воздуха в зону тления зависит только от того, как настроен модуль эжекции. А через отверстие поддувала или через щель между кирпичом и дымогенератором воздух поступает в зону тления, значения не имеет. А значит, и недостаток как таковой отсутствует. Патрубок выхода дымогенератора монтирован не герметично. И в стыке есть подсос воздуха в систему. Замечательно, дым все равно надо разбавлять воздухом. И это недостатком не является. Дальше, крышка, те самые пол кирпича, не герметична. А она и не должна быть герметична. Легкий подсос воздуха через крышку создает незначительный поток воздуха к выходу дымогенератора. Этот поток исключает проникновение дыма в верхнюю часть дымогенератора и тем самым предотвращает распаривание и зависание щепы. Скорее достоинство, чем недостаток. Дымогенератор не окрашен и от влаги будет ржаветь. Ну и пусть. Лет 50 отработает, а там заменить можно. Ну так себе недостаток. Прямо скажем, недостаток никакой. То есть недостатков в сравнении с описанным мной ранее дымогенератором нет. И данный генератор будет работать ничуть не хуже и также надежно. И как видите, он работает. Цветы в студию, овации, бурные аплодисменты. Спасибо за внимание.